Всем привет! Меня зовут Элина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы Wispens. Наверное, до сих пор на моем канале одним из самых популярных вопросов есть то, как накачать красивый пресс и как проработать зону живота. Тем более сейчас этот вопрос становится еще более актуальным, потому что зима заканчивается, и сейчас мы можем сменить наши балахонистые одеяния, свитера на более открытые, красивые весенние аутфиты. Поэтому в сегодняшнем видео я поделюсь с вами информацией, которая поможет вам сделать красивый пресс. Также, ребят, если вы еще не подписаны на мой канал, сделайте это прямо сейчас, а мы с вами идем дальше. Мышцы пресса есть абсолютно у каждого человека, но они могут быть либо не натренированы, либо скрыты под слоем жира. И для того, чтобы увидеть свой пресс, конечно же, нужно тренироваться и уменьшать жировую прослойку. И о каждом из этих этапов мы сейчас поговорим подробнее. Также у меня на канале есть видео о том, как убрать живот и бока. Эта тема очень перекликается с нашей сегодняшней, поэтому после того, когда вы посмотрите это видео, обязательно смотрите следующее, и уверена, что в комплексе эта информация вам будет очень полезной. Также после небольшой сегодняшней теории мы приступим к практике, поэтому очень важно, чтобы вы досмотрели это видео до конца, а лучше, чтобы еще и подготовились, переоделись в форму, для того, чтобы мы вместе могли выполнить упражнения. Мышцы пресса состоят из красных мышечных волокон. Они более тонкие и слабее, нежели белые мышечные волокна, но зато они более выносливые, и поэтому мышцы пресса нужно тренировать особым способом. Во-первых, мышцы пресса нужно тренировать с минимальными паузами, чтобы вы чувствовали прям сильное жжение. Это главное условия для того, чтобы получить красивый подтянутый торс. Вы должны либо же обходиться без отдыха, когда вы делаете подходы, либо же делать очень короткую паузу, буквально на 10 секунд. Мышцы пресса очень сложно ввести стресс, потому что они работают каждый день, постоянно. При любом движении чаще всего включаются мышцы пресса, то есть либо напрямую, либо косвенно, и поэтому во время тренировки ваша задача специально делать для них дополнительную, скажем, такую стрессовую нагрузку. Отсюда вытекает второй совет. Для того, чтобы накачать мышцы пресса, нужно их регулярно подвергать стрессовой нагрузке, для того, чтобы они к ней не привыкали. То есть во время тренировки ваша задача сделать так, чтобы мышцы не привыкали к тем упражнениям, которые вы им даете. Нужно их регулярно менять. Нужно менять интенсивность, скорость. Сначала вы делаете медленно, потом быстро. Сначала одно количество раз, потом другое. И вообще грамотная тренировка на пресс считается та нагрузка, когда мышечный отказ наступает в пределах 15-25 повторений. Тут очень важно, чтобы вам было сложно выполнять это упражнение, это будет говорить о том, что оно работает для вас. Очень важно себя не жалеть. Усиленные тренировки на брюшные мышцы, конечно же, помогут их накачать, но при этом они не избавят вас от жира. Поэтому очень важно помимо силовых делать еще и кардио, нужно чередовать. А также нужно выполнять тренировки на другие группы мышц. То есть все только в комплексе будет работать. Именно поэтому все тренировки Wispens прорабатывают мышцы всего тела. С Wispens вопрос о том, как работать над мышцами пресса, пропадает сам собой, потому что программу составляла я вместе с американскими профессиональными тренерами с главным условием, чтобы мышцы всего тела были в тонусе. Переходите по ссылке в описании под этим видео, проходите бесплатный пробный период и присоединяйтесь к нам. Некоторые говорят о том, что если тренировать мышцы пресса, то увеличится талия. На самом деле это миф, потому что мышцы пресса по своему строению являются плоскими мышцами. Они покрывают большую площадь и формируют брюшную стенку. Единственная мышца, которая может немного выпирать, это прямая мышца, там, где находятся ваши кубики. Но опять же, даже если посмотреть на профессиональных спортсменов, легкоатлетов, гимнасток, эти люди изо дня в день тренируются, выполняют такие нереальные физические нагрузки, которые обычный человек, он просто не в состоянии будет сделать. И даже у них, с учетом того, что и да, их мышцы накачаны, но у них все равно есть талии, и никуда они не деваются. Но опять же, если вы по-прежнему переживаете насчет своей талии, вы можете делать просто меньше упражнений на косые мышцы. А теперь, когда мы с вами узнали практически все об особенностях мышц пресса, можно переходить к практике. Я вам покажу самые базовые, но при этом самые эффективные упражнения для пресса. И что немаловажно, расскажу правильную технику, как это все делать для того, чтобы процесс шел гораздо лучше, быстрее. Основные движения для прокачки пресса – это скручивание, потому что в процессе скручивания работают преимущественно брюшные мышцы, а мышцы ног и спины напрягаются минимально. Это не значит, что тренировка на пресс не может состоять из других упражнений, но скручивания обязательно должны быть в программе для прокачки пресса. Техника выполнения простая. Лежим на коврике, ноги согнуты в коленях, руки за головой. На выдохе отрываем грудной отдел от пола и делаем скручивание. Поясница остается на полу, ноги тоже. Немного округляем спину
и чувствуем, как сокращаются мышцы пресса. Старайтесь не ложиться на коврик, а постоянно удерживать тело на весу. Так вы в разы увеличите эффективность этого упражнения. Во время выполнения этого упражнения работают прямая, наружная косая, внутренняя косая и поперечная мышцы живота. Стабилизаторами выступают мышцы ног и ягодиц. Ложимся на пол, руки за головой, ногами делаем такие движения, будто мы крутим педали велосипеда, а прессом скручиваем верхнюю часть тела. Поочередно тянемся правым локтем к левому колену и левым локтем к правому колену. Выдыхаем, когда делаем скручивание. Отрываем лопатки от пола, стараемся делать синхронно. Не прижимаем подбородок к груди. Отлично. Ложимся на пол, поднимаем ноги так, чтобы они были перпендикулярны корпусу. Сгибаем их в коленях, ноги лежат на воображаемом стуле. Начинаем скручиваться. Мягко отрываем корпус от пола, округляем грудной отдел и тянемся к ногам. Поясница не двигается. На выдохе делаем скручивание. В спорте очень важно дыхание, поэтому не забывайте правильно дышать. Чем больше мышца находится под нагрузкой, тем лучше будет результат. Например, если вы делаете скручивание, замрите в точке наибольшего напряжения на несколько секунд, почувствуйте жжение в прессе и только после этого расслабьтесь. Не старайтесь лишь бы быстрее закончить подход, а напротив, выкладывайтесь на максимум. Только так получится достигнуть реальных результатов. Ножницы. Руки вытягиваем вдоль корпуса, поднимаем ноги над полом и начинаем делать ножницы. Поясница прижата к полу. Чем ниже вы опустите ноги, тем большую нагрузку получит пресс. Если вам сложно держать ноги внизу, поднимите их немного выше. Во время всего упражнения ноги должны быть прямыми. Это одно из самых сложных упражнений на пресс, особенно если вы новичок в фитнесе. Здесь реально очень важно дыхание, потому что если дышать неправильно, упражнение не будет получаться. Складка – это изолирующее и очень эффективное упражнение, потому что одновременный подъем ног и корпуса достаточно редко встречается в обычной жизни. А мы с вами сегодня уже говорили о необходимости постоянно шокировать мышцы пресса. Техника выполнения следующая. Лежим на коврике и на выдохе одновременно поднимаем ноги и корпус и направляем их друг к другу. Движения выполняются при прямых ногах и скрученном корпусе. На вдохе опускаемся на пол. Повторяем движение. Не поднимайте ноги слишком высоко, это неправильно. Основное движение совершается за счет корпуса, а не за счет ног. Не делайте упражнения рывками. Делайте плавно, размеренно. Чувствуйте, как начинают гореть ваши мышцы. Хорошо. С тренировками мы, в принципе, разобрались. А что касается питания? На самом деле успех в этом деле, построение красивого пресса, зависит на 70% от питания и только 30% от тренировок. Не зря говорится, что пресс делается на кухне. Это чистая правда. Тут очень важно питаться правильно, никаких быстрых углеводов, меньше сахара. И вы должны понимать, что тут диеты не работают. Месяц на какой-то жесткой диете это работать не будет. Да, вы похудеете, возможно, появится рельеф, но он быстро и исчезнет, потому что всегда за любыми диетами стоит срыв. Поэтому вы должны придерживаться такой системы питания, которой вы сможете придерживаться всю свою жизнь. Только так и никак иначе. Не существует волшебных таблеток, которые помогут вам быстро получить красивый рельеф, пресс. То есть тут важна работа над собой, дисциплина, регулярные тренировки, правильное питание и только так и никак иначе. На этом, ребят, все. Я надеюсь, что видео стало для вас полезным. Ставьте лайк, а мы скоро увидимся. Пока!